Всем привет, друзья! Вот и готов самый, наверное, необычный из моих турбогибов. Сделан он по совокупности ваших запросов и обладает одновременно следующими качествами. Он мобилен, его легко перевести на любой участок, хоть на велосипеде. Он серьезен по производительности, катает одновременно даже две самых ходовых теплиц, два профиля 20×20. Имеет надежный прочный протяжной вал. Зная чертежи, его может собрать без труда любой парень, имеющий твердую руку и понимающий пространство. И, наконец, может быть, самое главное для кого-то, он собран без привлечения токаря и сварщика. Во время испытаний эта машина показала себя великолепно. И я смело могу рекомендовать ее для повторения. Для самых нетерпеливых, хотя сегодня просто обзор конструкции и рассказ о том, как я ее собирал, и устройство там, принципы работы, все равно в конце видео я дам самые основные размеры, чтобы можно было приступить к работе, если не терпится. Ну а полный пакет инструкций по изготовлению выйдет в следующем ролике. В том же ролике в следующем мы поговорим о геометрии изгиба, о геометрии гиба трубы. Будет рассказано о том, что нужно знать. Теория. Сразу же успокою всех, кому кажется, что несимметричное расположение роликов сможет как-то отрицательно повлиять на геометрию дуг. Это не так. Как бы ни были расположены оси роликов, если соблюдена их параллельность, дуги получаются отличными, правильными. Итак, начинаю рассказ. Вы помните, я делал модель с прижимом протяжного вала винтом сверху и с подъемной платформой на домкрате. В этот раз я выбрал схему с переломной платформой на шарнире. Когда идет речь об облегчении конструкции, она, пожалуй, наиболее выгодна. В ней нету ни прижимной башенки с подвижной кареткой, ни телескопических ножек, только шарнир-петля. Итак, устройство. Рама. В качестве базы взят швеллер номер 8. На нем смонтированы все остальные элементы. На болтах М14/200 через стойки из трубы 40×40×2 к основанию прикреплена левая площадка, а правая уже к ней через шарнир-петлю. Конечно, если бы не метиз, болты и гайки, сварная конструкция, а не сборная, получилось бы еще легче, чем она сейчас. Схема переломной платформы с домкратом довольно популярна из-за своей простоты, однако и она требует знания некоторых нюансов, о которых самодельщики часто не догадываются. Вот здесь применен интересный, я считаю, прием. Его не я выдумал. Речь идет о геометрии взаимоперемещения рычага трубогиба и, собственно, самого домкрата. Схема выглядит логичной и понятной на начальном этапе. Домкрат готов давить своим штоком на рычаг снизу вверх, а рычаг, в свою очередь, будет гнуть трубу. Но, спроектировав траектории, мы увидим уже не такую безоблачную картину. Пятка штока домкрата совершает совершенно нетехнологичное трение своим ребром одно рычага, а усилия, возникающие в зоне соприкосновения, стремятся выбросить домкрат наружу. Что же делать, чтобы все элементы конструкции заработали гладко и эффективно? Решение очень простое. И основание домкрата, и пятку штока нужно установить в шарниры. Я использовал для этого разрезанный вдоль болта и удлиненную гайку М16. Это очень удобно. Вершины резьбы удерживают домкрат от бокового перемещения. И, пожалуйста, домкрат теперь не стоит тупо вертикально, а перемещается именно так, как того требует геометрия гиба. Таким образом решена проблема положения домкрата в динамике и внесена лепта в обеспечение точной работы всей системы. Боковина протяжного вала. Они вырезаны из листа четверки и держат на себе корпуса 205-х подшипников. Эти корпуса вот так выглядят.
Сейчас в свободной продаже совершенно нетрудно их купить. Вместе с подшипниками, самоустанавливающимися или самоцентрирующимися, правильно, наверное. Протяжной вал представляет собой обрезок поршневого пальца КАМАЗа на 25-мм стержне. Об этом есть отдельное видео. Это самый ответственный элемент трубогиба, и о том, как и из чего ее собрать, я рассказал в отдельном видеоролике. Ссылка на него внизу в описании. Вал работает прекрасно. Следов износа никаких. Пробуксовок никаких. Не нужны никакие накатки и рихтовки. Не нужны никакие цепи со звездочками между валами. Узел опорного ролика собран на базе того же 8-го швеллера. Сам ролик – набор из 3 204-х подшипников на шпильке М20. Узлы перемещаются по крыльям платформы и фиксируются в нужном для данного вида гиба положении. От бокового перемещения их ограничивают вот такие бортики из полосы 4 на 25. Самые опорные ролики, как и на других моих моделях, более чем за 3 года их использования показали эффективность и простоту этого решения. Но чтобы подшипники свободно вращались, между ними и шайбой боковым упором проложены тонкие шайбы из листа толщиной 0,4 мм. Но какие-то тоненькие прокладочки нужны, чтобы они упирались во внутреннее кольцо подшипника и давали свободно вращаться верхним кольцам. Наружным. А теперь самые основные размеры. По ним, если у вас нет времени ждать полный пакет информации, можно уже начать изготовление этой машины. Если что-то непонятно, смело спрашивайте обо всем в комментариях. Вы знаете, я обязательно отвечу каждому. Единственным слабоватым звеном в этой конструкции считаю вот эту дверную петлю. Я, конечно, усилил ее накладками из 4, но если бы у меня не были связаны руки отсутствием сварки, я бы сварил эту петлю из толстого металла. Никто не знает, где взять прочную, но уже готовую и от чего. Если знаете, расскажите, пожалуйста, буду благодарен этой информации. Итак, друзья, выводы такие. Несмотря на довольно серьезные требования и условия, порой даже противоречащие друг другу, мне удалось найти компромиссы и получить вполне работоспособную и не тяжелую модель профиля гиба. Вот колечки для этого столика и верхние и нижние как раз на этом трубогибе мы согнули. Это будет столик со стеклянной столешницей. Желаю всем и всегда работать с удовольствием. До новых встреч!